Сегодня мы хотим поделиться с вами историей собаки по кличке Жужа, которая жила в подвале дома в городе Спитак в Армении. Во время страшного землетрясения, произошедшего 7 декабря в 1988 году, отважный четвероногий проявил себя настоящим героем. Пес спас годовалую девочку Лалу, с которой они вместе оказались под обломками жилого дома. Жужа жила в одном из дворов Спитака и ничем не отличалась от других местных дворняг. Кто-то из жильцов ее подкармливал, кто-то, наоборот, прогонял. Некоторые дети дразнили, но были и те, кто любил Жужу и тайком от родителей приносил ей колбасу. Той роковой зимой 1988 года Жужа постоянно находилась в подвале девятиэтажного панельного дома, так как кормила и охраняла своих новорожденных щенков. Накануне 7 декабря собака почувствовала неладное. Она принялась истошно выть, однако жильцы дома не обратили на это внимания. А уже утром произошло сильнейшее землетрясение, унесшее жизни 25 тысяч человек. Многоэтажка, в которой на первом этаже жили мальчик Рубен, его маленькая сестренка Лала, мама и папа, а в подвале находилась Жужа, бегая туда-сюда и боясь покинуть своих щенков, начала осыпаться. Тяжелой плитой раздавила щенят. Только один угол оказался целым, именно тот, где находилась Жужа. И каким-то невероятным образом туда же скатилась и годовалая Лала. В конце концов, подземные толчки прекратились, к разрушенным домам потянулись спасатели, они и местные жители принялись расчищать завалы и вытаскивать людей. Потом заработала техника. Спасатели устраивали минуты тишины, во время которых прислушивались к каждому шороху, в руинах оставалось еще много раненых. Выжившие звали своих родных, надеясь на чудо. Среди них был и Рубен. Он спасся, но под завалами оставались его родители и сестра Лала. Позже выяснилось, что папа и мама погибли. Долгих 4 дня Жужа согревала ребенка и звала на помощь. Однако никто не приходил, ведь спасение людских жизней было в приоритете. Тогда четвероногий герой решился на самые отчаянные меры. Жужа легко, но ощутимо прикусила маленькую девочку. От неожиданности и испуга Лала громко заревела. Люди услышали плач и кинулись поднимать плиты. Когда место было расчищено, спасатели вытащили ребенка. Собаку же решили убить, подумав, что она нашла ребенка и напала на него. Но тут дворнягу увидел Рубен, который все это время помогал спасателям, и закрыл собой, а Лала стала тянуть ручки к своей лохматой защитнице. Когда люди поняли, что произошло, они принялись гладить Жужу, хвалить и называть героем. А Рубен твердо решил, что Жужа больше на улице не останется. У брата и сестры выжили бабушка и дедушка, которые согласились с внуками, что пес теперь полноценный член их семьи. Жужа прожила в их доме 12 лет, до самой старости. Когда она умерла, семья решила похоронить ее на Спитакском кладбище, а все горожане их идею поддержали. К тому времени эта собака стала легендой и символом безграничной преданности человеку.